Я вас от чистого сердца приглашаю на этот расклад. Сейчас я буду раскладывать карты, а вы спросите свои вопросы, задайте. Активировать расклад можно всегда своим именем, потому что ваше имя — это самая сильная мантра, это мой авторский метод. Итак, активируйте этот расклад своим именем и смотрите, что у вас будет. Написано на раскладе treasure, или же богатство, или же сокровище. Да? Вы на самом деле сокровище Вселенной. И это факт, это и так и есть. Вы сокровище у Вселенной. Вселенная даст вам силы, Вселенная даст вам знания, Вселенная даст вам сокровища. Это могут быть сокровища те, которых вы даже не ждете, потому что здесь вы с таким молотком, да, вы как бы свою жизнь полностью хотите поменять. Вы открыли свой сундук, а в сундуке здесь ваши качества, деловые, личного качества, да, ваши профессиональные навыки, ваши таланты, которые вы унаследовали от предков, потому что здесь Луна намекает на материнскую и отцовскую линию рода и звезды. И вот внутренний свет в вашем мире, и вы его ищете. Вы ищете жизненное предназначение. А раз вы ищете, вы его обязательно найдете, потому что на карте написано treasure, или же богатство, и сокровище именно то, что на первый взгляд кажется обыденным. Вот то, что на первый взгляд кажется обыденным, это и есть вашим самым настоящим сокровищем. Здесь вы получаете энергию для того, чтобы находить это сокровище. И акцентируйте внимание на том, что вы видите, то есть такое здравое мышление. Да? Здесь вы рыцарь, или же это рыцарь вашей жизни, это мужчина, которого вы встретите, и который сделает вас счастливой. Цветы, конечно, это энергия, высокая энергия цветов, это энергия счастья и любви. У вас будет новая любовь. Будет та любовь, о которой вы даже не мечтали. Вы, наверное, не знали, что вы еще будете счастливы. Здесь по этой карте желтые цветы. У многих вернется тот мужчина, который был раньше у вас, но он придет в новом качестве. Новый, обновленный, который умеет жить в партнерстве, другими словами, да? С вами считаться будет. Или же это новый какой-то знакомый для вас, для некоторых. То есть у разных людей разные грани моих слов проиграются. Но то, что вы будете счастливы, это однозначно. Смотрите, потому что это карта рыцарь, да? Рыцарь — это хорошие новости, перемены, это обновление. И здесь рыцарь на белом коне, то есть вот такой новый знакомый или кавалер, который выводит вас на дорогу удачи, и торжествует, наконец, справедливость, потому что здесь хорошие перемены, да, перемены к лучшему. Рыцари тоже — это свидания, это встречи, это деловые или встречи личного характера. Те встречи, которые вам нужны, чтобы двигаться дальше по жизни, в реальной жизни, да, и в нужное время это все придет, в нужное время обязательно. Это оракул. Это оракул Делфи, то есть сейчас, вот видите пергамент, раскрывается ваша счастливая судьба, и оракул пророчествует. А что пророчествует? Покажет следующая карта, что именно вам пророчествует оракул. Да? Будущая карта покажет это. Да, вау, как мощно. Вот, в общем, корона. Это успех. Корона, и вот здесь цветотерапия. Синий, зеленый и такой... Purple, все время забываю, фиолетовый — это духовный. Зеленый — это деньги, это любовь, деньги, любовь, Венера. И синий цвет — это духовность. Но материальная духовность — самая важная духовность. Написано, вот что говорит вам эта пророчица. Она говорит will, wisdom and mind. То есть все эти три цвета представляют, вот зашифровано вот здесь в этой очень важной такой фигуре, герб вашего будущего успеха. Это will, это желание что-то делать, да? Желание идти по плану, который вы задумали, и видеть возможности в каждом дне. Wisdom — это, конечно, разум. Разум — выбрать то, что реально, и это делать, а то, что нереально, отложить просто за ненадобностью. И mind — это ум, светлый ум, но я вижу, здесь мы уже говорили о вашем уме. Светлый ум — это ваше самое большое богатство, и оно вас выведет тоже на дорогу финансового успеха. Именно ваш светлый ум. Следующая карта. Здесь тоже Луна. Вот Луна — это символ перемен, да? И у вас действительно будут перемены. Перемены будут в чем? В том, как вы работаете. Многие из вас будут работать из дома. Я об этом говорила еще раньше, несколько лет назад, что нужно делать что-то маленькое из дома. И обязательно там найдете свое счастье. Но теперь вот в наше время это уже
откровенно реальность для многих. Или если вы работаете на предприятии, вы все равно там зарабатываете опыт, жизненный либо профессиональный. Свет — это, конечно, тот же ум, то же желание трудиться, желание добиваться. Это то, что все идет по проектам. Видите, здесь проекты, эти бумаги, а потом вы их осуществляете. Это ваши материальные, финансовые проекты. Это также семейного плана проекты. Проекты, может быть, связанные с продажей, с куплей, с семьей, с бытовыми всякими условиями, которые будут все улучшаться, потому что вы верите в перемены. Луна — это ваша же личная жизнь, да? Луна намекает нам всегда на перемены, потому что Луна — это символ перемен. У вас будут перемены. И перемены будут в том, что вы, например, здесь будете делать то, что можете, и не думать о том, чего не можете сделать. А это ведь алгоритм успеха. Карта дает алгоритм успеха. Вот смотрите, если в вашей жизни было какое-то препятствие, да, если кто-то вас запугал, было на вас какое-то магическое воздействие, вот это бревно — это и есть магическое воздействие. То есть препятствие между вами и вашей целью. Здесь впереди дом какой-то шикарный, да, или квартира, и у вас есть повозка, у вас есть все, чтобы к этой цели идти, дорога золотая, вымощенная прекрасными намерениями и так далее. Но упало вот это бревно и закрыло вам путь. Это бревно могут быть третьи лица или также обстоятельства в вашей жизни, любого плана, бытового, экономического, политического, любого плана обстоятельства, которые перекрыли вам путь. Но вы теперь видите препятствие, а значит, вы можете с ним справиться. Да? Карта дает вам информацию, вы видите препятствие. Энергия здесь, энергия того, что я вижу, что нужно сделать, и я делаю. И теперь вы управляете своим сознанием. Это препятствие, оно символизирует людей, которые пытались управлять вашим сознанием, мешали вам на вашем пути. Сейчас вы сами будете управлять своим сознанием, и вы добьетесь того, чего вы давно мечтали добиться, но у вас не получалось по какой-то причине. И причина часто связана, опять же, с помехами от других людей. Так, что еще скажут карты? Ой, ну это вообще карта королевы вот этих записей Акаши, то есть вашего счастливого будущего. Это вы в вашем замке родовом. Ну, вот здесь проекты, планы. Но родовой замок, может быть, даже квартира, это не важно. Важно, что вы в том месте будете, где вам хочется быть, да? А в хорошем городе квартиры и достаточно, потому что вы много времени проводите на улице, в кафе, там, на работе, в общем, с другими людьми. И написано на карте очень важное слово для вас. Написано diversity, или же различие между мнимым и видимым, между логическим мышлением и теми мыслями, которые неконструктивные, которые к вам приходят из-за того, что мозг устал или вам мысли навязали. Нужно слушать конструктивных мыслей, а не конструктивных мыслей, которые потусторонние, пришли от людей, которые вам не хотят добра. Да? Там могли быть замешаны деньги. Здесь какое-то послание вы получите, либо это приход новых денег, или выигрыш какой-то, или может быть наследство, успешная купля, продажа. Что-то очень успешное произойдет, когда вы увидите разницу между тем, что туманом покрыто, нереальным и реальным. Мысли каждый день нужно проверять. Это мысль реальная, а это нет. Это просто в вашей матрице бывает мысль, навязанная другими людьми, как я уже говорю, да? А вы — это архитектор своей судьбы. Вот вы здесь вот думаете, у вас в руках план. Ведь на самом деле нужно видеть, что каждый день дает возможности. Каждый день сделать шаг навстречу возможностям. И еще иметь план для того, чтобы двигаться дальше. И самое важное — держаться плана. Вот здесь вы держитесь плана, у вас и в одной, и в другой рукой, просто держитесь сильно и к себе прижали план. Это вы правильно сделали. Потому что вы свою жизнь планируете. Это планирование личной жизни или же жизни профессиональной. И ваши планы все будут осуществляться один за другим. Вот и все. Это точно будет. Точно это будет. Давайте еще возьмем карту. Еще две возьмем, да? Смотрите, это песочные часы, на которые вы смотрите. На карте написано «The sense of time». Песок времени. То есть здесь намек на то, что если, например, вас кто-то очень обидел, время уйдет, время лечит. Лечит такой знак, большой знак
нам, всем людям в Солнечной системе, это планета. Планета называется Сатурн, это планета времени. Всегда принято думать, что Сатурн плохая планета. Но наши древние вообще не все видели в темном свете, да? А Сатурн — это планета времени. Время лечит. Если вас кто-то обидел или какой-то план не осуществился по вине других лиц, третьих лиц так называемых, или по вине обстоятельств каких-то, которые сложились, сейчас вы видите, что нужно новый план выработать, и этого плана держаться. Да, какая карта моя самая любимая, потому что она очень-очень красивая, просто цветотерапия. И вы здесь видите корабль в гавани, другие люди грузят какие-то товары. То есть идет активная какая-то жизнь. Да? Корабль — это перемены, солнце впереди, яркое солнце, красивое, которое чистит от негатива, забирает все люди, которые намеренно вам мешали. Это может быть в делах, в бизнесе. Уйдут все те нечестные, непорядочные конкуренты, которые хотели за ваш счет возвыситься, да? Использовать ваш алгоритм удачи. Или использоваться информацией вашей, воспользоваться вашими знаниями. Такие люди уйдут, потому что солнце выжигает любой негатив, и за вами будет победа. Вы победили здесь все. Вы победили какую-то прошлую боль, какую-то прошлую обиду. Если сердце у вас было разбито, то теперь оно вот временем залечивается, да? Вы победили все препятствия. И вы победили, знаете, потому что вы не сдавались. Вы послушали советы карт, вы не сдавались, вы шли по своему пути, и вы нашли выход. И решение сейчас уже просто оно есть в воздухе вашей квартиры, у вас в мыслях, у вас в планах. Ну вот такой расклад, он многое открыл. И иногда иносказательно это самое правильное предсказание, потому что тогда каждый человек подстроит свою ситуацию и получит правдивые ответы. Потому что если бы я говорила конкретно, там того и того касается, это не было бы идеально. Я знаю, что если вы хотите, заказывайте расклады у каких-то людей. Многие делают расклады. Я расклады не делаю за деньги. Я делаю только общие. Но я вам скажу, кого бы вы ни загадали, неважно, вам всегда придется что-то отбрасывать за ненадобностью, что-то брать себе, потому что не бывает, чтобы все вас касалось абсолютно. Да? Поэтому какие-то мои слова здесь проиграются четче, какие-то более вам не будут непонятными, проиграются в будущем. Но я знаю точно, что если вы раскладу позволите, он вам поможет. Он откроет вам путь к счастью во всех сферах жизни, да, все эти слова, которые я говорила. А также то, что я не сумела сказать, потому что я для этого и показываю карты крупным планом, чтобы они открыли для вас то, чего я не умею сказать словами, где у меня не хватает запаса слов, или же видео, чтобы оно было компактное, да. Все остальное без слов будет сказано картами, поэтому и крупный план. Я вас люблю, обожаю, желаю вам счастья. Я точно знаю, что у вас будет все в порядке. Я точно знаю, что у вас будет все замечательно. А еще я знаю, что мы скоро увидимся. Всем добра. Пока-пока, дорогие.